Ну что, друзья, пришла весна, первое тепло в конце апреля, и пришло время поковыряться в машине, кое-что исправить. Уже почти год как я катаюсь на ней, где-то через 1,5 месяца, и вылезли наружу некоторые сверчки, вибрации, которые, честно говоря, мне не совсем нравятся. По сути дела, когда смотришь на эту машину, ты себе представляешь, вот видишь ее, она такая большая, что-то напоминает внедорожник. На самом деле это обычная легковая машина с передним приводом, просто повышенного клиренса, как их называют паркетники, или еще их называют кроссоверами. Но по сути дела это простая легковая машина, просто немного выше клиренсом, немного выше посадкой. Для меня, конечно, как для высокого человека, это очень удобно, но по сути дела это не премиум класс. Шкода Кодиак, если кто-то думает, что он купит какой-то там что-то похоже на премиум класс, когда машина похожа на внедорожник, да, то это никакой не премиум класс, это обычный автомобиль. Шкода, я готов утверждать, это абсолютно обычный автомобиль. Итак, для того, чтобы снять вот эту накладку пластиковую, я буду использовать вот такие ковырялки, пластиковые лопатки, для того, чтобы не попортить поверхность пластмассы, а также еще вот такой инструмент. Да, она металлическая, но она мне поможет в самом начале поддеть саму ручку и ее снять. Вскрывать надо с этой стороны, с передней, потому что здесь, в этой части, заходят такие пластмассовые штырьки в эту сторону. И поэтому, если здесь начать ее отковыривать, то эти штырьки неименуемо, скорее всего, обломаются. Поэтому с этой части подковыривается, вынимается отсюда и потихонечку, щелк-щелк-щелк-щелк, она должна вынуться. Дело в том, что данная пластиковая накладка сидит на пластиковых защелках, они находятся по краям через какое-то расстояние, а также металлические защелки, которые находятся посередине. Она вставляется и захлопывается. Так что же я выявил за это время, что мне не нравится, что меня, я бы даже сказал, раздражает? Меня раздражает несколько скрипов. Первый скрип, который меня раздражает, это скрип дверных ручек. К примеру, обычная дверная ручка. Здесь идет пластиковая накладка. Так вот она, вот эта зараза, она скрипит. Просто едешь по дороге, если небольшая шероховатость асфальта, такой вот этот скрип такой вот так не чувствуется. Но когда едешь, она как бы мелко-мелко дребезжит. И это очень неприятно. Если бы это было так единожды, ничего страшного. Но это постоянно, это очень неприятно. Вот это я хочу исправить. Хочу вскрыть вот эту пластиковую накладку, кое-что здесь модифицировать и поставить ее обратно. Я думаю, что этот дефект пропадет, потому что на той стороне двери я уже что-то подобное сделал, и там эта ручка не скрипит. Я предполагаю, что скрипят, возможно, либо вот эти металлические защелочки, они разжались уже и поэтому болтаются, поскрипывают, либо просто пластмасса о пластмассу трется. Поэтому придется выполнить некоторые функции для того, чтобы этот скрип устранить. Разбираем, смотрим, что получилось, не обломаны ли защелки пластиковые, они очень легко обламываются, поэтому аккуратно надо их скрывать. Ну и соответственно я буду применять ту технологию, которую решил применить для того, чтобы устранить этот скрип. Поехали. Когда ты видишь такие вещи, такие мелочи, понимаете, то соответственно начинаешь понимать, что никакого премиум класса в этой машине даже близко нет. Честно говоря, это даже хорошо, потому что машина становится относительно недорогой. Я говорю относительно по той причине, что новый такой автомобиль в такой комплектации будет стоить порядка 50 тысяч евро, даже может немножко дороже. Это не так и дешево, далеко не так и дешево. Премиум класс, конечно, стоит, подороже. И поэтому, когда видишь вот такой вид автомобиля, большой, удобный, комфортабельный, вот обычный автомобиль, совершенно обычным образом собранный и недорого собранный.
Да, он в целом неплохой, этот автомобиль, но в нем есть вещи, которые, как и во многих других машинах, надо немножко доработать, чтобы они качественно работали. Возможно, когда машина новая, этих вещей нету, этих дефектов. Но на данный момент у этой машины почти 200 тысяч пробега, и эти вещи вылезли, они очень неприятны. Другая причина, которая мне не нравится еще при езде, особенно по неровной дороге, это вибрация впереди лобового стекла. Внешне это выглядит, честно скажу, внешне выглядит, как будто лобовое стекло где-то не приклеено. Вот где-то здесь спереди оно как будто не приклеен, и на неровной дороге оно просто вот дребезжит. Но сейчас я постучал по капоту и понял, что эта вибрация, скорее всего, идет от капота. Где-то что-то вот, в задней части получается, ближе к стеклу капота, что-то не закреплено, оно дрожит, и эта вибрация передается таким образом, что кажется, что это вот все находится вот где-то на передней панели. Вот когда едешь, если дорога неровная, звук ощущается где-то вот тут. Панель рукой прижимаешь, но звук не исчезает. Значит, он находится не внутри автомобиля. И вот когда сейчас стучу, о, слышно эту вибрацию? Как будто внутри что-то дребезжит. И вот этот дребезг, он так хорошо сюда заходит, именно вот к передней торпеде, что кажется, как будто дребезжит внутри машины. Но я думаю, что проблема где-то тут. Надо вот разбираться, что здесь дребезжит. Казалось бы, вот такие мелочи, забей на них, как говорится, и не вспоминай. Но дело в том, что у нас дороги не такие ровные, идеальные. Есть, особенно в городе, там вообще страх божий, что творится. За городом, если где-то какая-то грунтовочка, тоже, когда начинаешь ехать, эти вибрации все передаются и очень хорошо слышны. Не совсем это приятно ощущать, поэтому хотелось бы это устранить. Есть еще один дефект, который я до сих пор найти не могу. Этот дефект находится вот здесь, конкретно на заднем сиденье. Сейчас постараюсь все объяснить, что я имею в виду. Дело в том, что это заднее сиденье имеет салазки, оно двигается. Вперед-назад это сиденье двигается. И так же само можно опускать спинку и даже угол наклона ее делать. Так вот, где-то в этих салазках, вот здесь внутри, что-то дребезжит. Если его подвинуть вперед, то дребезг пропадает. Но если вот как оно сейчас задвинуто до конца и спинка опущена, при движении по неровной дороге возникает такой шум, как будто какая-то гаечка бьется об металл. Дзин-дзин-дзин-дзин-дзин. Я сколько пробовал, я не смог найти, откуда идет этот шум, откуда идет эта вибрация. Или что-то лежит на днище кузова, и вот как, знаете, как монетка или какая-то шайбочка вот лупит по металлу. И вот как его найти? Я понимаю, что это где-то находится именно в салазках самих этого сидения, но дефект я не могу найти. Я разбирал вот эта часть, вот эта вся часть, вот этот диван, он поднимается, есть доступ к этим салазкам, и нигде я не смог найти вот этот дребезг и решить эту проблему. Каждый раз, когда я что-то где-то прокладывал, я думал, что все, я избавился от этого, начинаю ехать по неровной дороге, и сразу этот дребезг возникает обратно. Уже делал все, что только можно, но найти никак не могу. По правде говоря, это вот реально бедствие какое-то. Вроде бы удобная функция, двигаются сиденья, но что-то вот где-то недоработано и постоянно дребезжит. Дребезжит, и от этого никуда не деться. Я раза 3 или 4 делал подход и так ни разу не смог найти, где эта проблема. И вот эти 3 вещи мне не нравятся. Начну я пробовать с ручки. Я думаю, что эту проблему я быстрее решу. Ну а дальше буду двигаться уже либо делать сиденье, либо искать что-то под капотом, вот этот дребезг. Вот так выглядит снятая пластмассовая накладка. В ней есть защелки. Вот это упоры защелок, которые здесь находятся. А также есть вот эти металлические тоже защелки получается. Вставляется она сначала вот сюда, в этот край. Вот если видно, здесь такой пластмассовый выступ. Он вставляется сюда. И потом она уже здесь вот сверху тоже выравнивается и начинает защелкиваться. Отсюда тащить ее вот с этого края получается бесполезно,
потому что здесь она упирается вот сюда. Если ее тащить, она может выломаться. Получается, что тащить ее надо буквально вот где-то отсюда начинать тащить. Она вылезает из пазов и потом, получается, отщелкивается. Ну и, конечно, при отщелкивании, к сожалению, зачастую вот эти пластмассовые рамки, они отламываются. Вперед она тоже входит пазами вот этими. Наверх ее поднимать, вот так поднимать бесполезно. Она там держится. Если начать поднимать наверх, вот эти пластиковые, вот они, пазы, которые туда вставляются, они могут обломаться. Просто отсюда откуда-то надо вытащить вот с этого места и потом отщелкнуть ее. Ну вот, как я и сказал, к сожалению, у меня не получилось полностью ее хорошо отщелкнуть. Ну вот видно, вот здесь вот пластиковая рамочка, она вверх отломался. Есть места, где они тоже немножечко попытались сломаться, но пока остались целые, где-то вот тут. Вот. В общем-то, честно говоря, они очень легко отламываются. И качественно их отщелкнуть бывает, очень тяжело. То, что у меня отломалась одна штука, мне, я бы сказал, повезло. Стоит ли ее клеить или нет, тяжело сказать. Наверное, я ее клеить не буду. Ну и вот если видно, то вот эти металлические, видите, они практически не закреплены. Видите, они болтаются. И у меня есть предположение, что вот они ослабли, их надо поджимать. И вот именно они и начинают, возможно, дребезжать. Но это я, может, и ошибаюсь. Потому что данный дребезг больше похож на как пластмасса трется о пластмассу. Поэтому некоторые места я собираюсь проклеить силикончиком прозрачным. Вот, и посадить ее на место. И, может быть, даже проклеить вот эти все рамочки. Ну, чуть-чуть, в пределах разумного. Вот. Потому что сюда заходит защелка в саму эту рамочку и тоже может от движения поскрипывать. Не знаю, неужели нельзя было придумать более такую технологию? Конечно, это легче. Вставил ее и забыл, и все. И вообще, возможно, это одноразовая вещь. Может, вот здесь этот скрип, вот он натерто, даже блестит, я вижу. Вот об эти места скрипит. Тяжело сказать 100%. Но это надо убирать, потому что это противно, на уши звучит и неприятно. Плюс еще обратите внимание. Вот видите, как гуляет сама вот эта ручка. А на водительской двери здесь пластмасса внутри вся разломана. Ее, видно, сильно хлопали. Ну и здесь она вот тоже. О, она довольно-таки гуляет. Если здесь не сломано, это хорошо, конечно. Но если сломано, то надо как-то тоже укреплять. Вообще могли бы дополнительно поставить какие-то винты, чтобы закрепить лучше. Потому что вот здесь видно, как она гуляет, не закреплена обшивка двери. То ли пистон забыли тут поставить, то ли не предусмотрели этот пистон. Могли бы поставить, чтобы она защелкивалась более плотно, чтобы не гуляла так сильно. Но удешевляют технологии, от этого никуда не деться, чтобы цена не была высокой. Хотя цена данного автомобиля не скажешь, что низкая. Значит, что я сейчас буду делать? Я подожму немножко плоскогубцами вот эти металлические штуковины и промажу места посадки силикончиком. Это обычный силикон. Сильно замазывать не буду, но места промажу, чтобы они не дребезжали в своих посадочных местах. Слышите, они дребезжат. Вот чтобы они здесь не дребезжали, я там силикончиком промажу, либо внутри их, либо саму пластмассу, и посажу на место, и подожму, так, чтобы они сидели плотно вот в этих своих местах. Ну и затем, я думаю, промазать немножечко здесь, буквально чуть-чуть, без фанатизма, потому что если придется эту крышку снимать, сами понимаете, то будет беда. Вот здесь, кстати, тоже у меня чуть-чуть подломалось. То будет беда, чтобы ее снять. А возможно, запросто понадобится ее когда-нибудь еще снимать. Ну и кое-какие вот эти места вот по краям тоже промажу силикончиком. Вот, посажу на место. Это прозрачный силикон, обычный силикон, который просто в шприц заделан. Промажу эти места, посажу обратно, а излишки сотру. Надеюсь, я избавлюсь от этого дребезга.
тут сначала начал неправильно вставлять, надо посмотреть, чтобы они в пазы входило, у нее все ровненько, как положено, потому что вот видите, вот эти пазы, в нее должно тоже попасть. И, кстати, здесь тоже может скрипеть, между прочим. Не знаю, может тоже чуть-чуть стоит силикончика тут. Буквально без фанатизма, немножко. Если вдруг понадобится вскрывать, то, соответственно, он снимется. Он не будет мертво держать. Вставляем сначала вот эту часть вот сюда, и потом вставляем уже вот. Все, оно попадает в свои места, и теперь защелкиваем. Надеюсь, все встало как положено. Остается излишки силикона подтереть, если таковые имеются. Вообще тряпочкой надо вытереть, потому что я и здесь вот намазал. Здесь оно вообще гуляет. И надеюсь, на этом, хотя вот все равно вот скрип слышен, но она именно дребезжит во время езды. Ну как есть. Надеюсь, по крайней мере, дребезжания этого теперь не будет. Но об этом покажет время. Силикон лучше вытереть сразу, потому что когда он засохнет, его уже хорошо не вытрешь. Обратите внимание, снял вот эту панельку, которая внутри стоит со стеклоподъемником, да? Ну вот как она выглядит. Простой кусок пластмассы, ни фетром не обклеено, ну чтобы пластмасса, другую часть пластмассы не скрипела, ничего. Ну какая тут премиальность? Обычная дешевка, все. Ничего премиального даже близко нет. И вот, кстати, вот здесь тоже проблема. Вот сюда, смотрите, в это место. Видите, как треснуто тут все. И внутри треснуто. Все это возникает по какой причине? Дело в том, что у этой машины стоят вот такие накладочки, которые защищают двери. Вещь очень хорошая. Вещь очень хорошая, конечно. Но для этого, чтобы они работали, здесь вот специальный нажимной такой упор. Он нажимает, они прячутся. Соответственно, дверь, получается, надо закрывать более сильнее. Ее как бы хлопать, да? Не настолько мягко закрывается. Вот по этой причине, когда начинают, видно, хлопать, тащат, со временем в этом месте и возникает вот эта поломка. По сути дела, из-за этого вот вся дверь вот так и гуляет. У меня сломана водительская дверь в этом месте. Причем она еще сломана и вот здесь. Здесь-то, по крайней мере, хоть немножко целая. Трещина есть, но целая. А там сломано. Значит, надо, вот как я думал, все вот это тоже сажать как-то на силикон, скорее всего. Как тут еще проклеишь? Просто заклеить клеем не будет держаться. Я думаю, залить это силиконом специальным таким. Вот, наложить, он склеится и, может быть, будет держаться. Не знаю. Ну, тогда хотя бы не будет так вот гулять. Как-то вот конструкция недоработана, я считаю. Поэтому приходится вот как в советское время все дорабатывать и восстанавливать. Вообще машина должна машиной быть. Ты сел и ездишь, и все. А не заниматься вот этой всякой фигней, доработками. Как снять вот эту панельку с кнопкой стеклоподъемника? Снимается она не с этого краю, а снимается она вот с этого краю. Вот с этого краю надо ее поддевать. Поддевать каким-то сначала таким довольно тонким предметом. Поддеваете, и вот она выходит здесь из защелок. Далее уже берете лопатку пластиковую и выше поднимаете. Когда она выйдет из этих защелок, уже рукой здесь ее приподнимаете, и она отщелкивается. Некоторые, конечно, начинают пытаться ковырять ее с этой стороны. Но, во-первых, друзья, когда вы ковыряете с этой стороны, то, соответственно, если вы начинаете здесь ее поддевать, если вы промахиваетесь, то вы здесь делаете царапины. И это будет все на видном месте. Здесь же практически с этой стороны ничего не видно. И по какой-то причине, неизвестной мне, с этой стороны, да, она отщелкивается, но почему-то гораздо туже. Вот отсюда, на мой взгляд, она выходит гораздо легче. Вот с этой стороны поддевайте ее, и таким образом ее можно будет снять.
Я решил ее проклеить, вот эти места проклеить тряпочной изолентой тоненькой, чтобы она легла более плотно и не дребезжала на своей поверхности. Потому что, ну, реально она просто, когда защелкнута, она даже вот так болтается. Это все очень неприятно, поэтому я проклею и надеюсь, что она и сама не будет дребезжать, и сидеть более плотно. Ну вот как примерно все это выглядит. По периметру, по всему обклеил тряпочной изолентой мягкой. Есть такая грубая, а это мягкая. И вот она, надеюсь, послужит как вот таким демпфером между двумя пластмассами. И дребезг исчезнет, и поплотнее сидеть будет. Осталось поставить на место и протестировать, как это будет уже действовать при движении. Но обратите внимание, как сидит. Во-первых, такого дребезга уже нету, и она даже тут, ну, не гуляет. Она очень плотно так села, очень плотненько. Мне нравится. Я думаю, что сейчас вторую с той стороны я сделаю точно так же самое. И не знаю, заметно, она вот, ну, болтается. Вот сейчас я ее тоже сделаю так же самое, как с пассажирской стороны. Обклею, и она будет сидеть очень плотненько. Ну вот, снял накладочку эту, и можно обратить внимание, что здесь происходит. Треснула здесь пластмасса, треснула вот здесь пластмасса. Так же самое здесь есть трещина. И получается, когда вы ручку дергаете, вот оно, видите, вот оно все гуляет. Оно гуляет тут, потому что здесь все треснуло и разломалось. И так же самое здесь. И оказывается, у меня еще и здесь вот кусочек пластмассы тоже треснул и уже вот-вот готов отломаться и выпасть. Вот, пожалуйста, так делает Шкода. Ну, в принципе, наверное, Volkswagen делает так же самое. Все довольно недолговечно. Вот, эта ручка, точнее накладка, это у меня вообще со сломанными защелками, поэтому ее пришлось посадить на горячий клей, чтобы она держалась. Вообще ее надо новую. Надо также само восстановить эти как-то места, закрепить, заклеить. Есть идея заклеить это специальным силиконом, точнее клей герметик, он довольно прочный. Надо это все заливать. Вот, и тогда, я надеюсь, будет держать. Так же самое это место, но надо с той стороны заливать. Ну и смотреть другие вещи. Накладка ее я тоже собираюсь обклеить тряпочной изолентой, да. Но вот здесь еще имеет смысл проклеивать ее, а с этой стороны, вот с этой никакого не имеет, потому что она упирается, садится вот на эти выступы. Здесь клеить изоленту нету смысла абсолютно. И здесь вот она садится вот на эти выступы, потому что вот видно, она садится на этот кусок пластмассы, а сама поверхность стоит где-то на этом уровне, выше. Поэтому вот здесь еще может иметь смысл проклеить, вот, но здесь вот в эти пустоты смысла клеить нет. Так примерно выглядит это, надеюсь, видно. Проклеил одну сторону, вторую не стал проклеивать. Ну и сейчас это поставлю сюда на место. И надеюсь, болтаться оно больше не будет. Поставил. Да, сидит гораздо лучше, честно скажу. По крайней мере, не болтается. Результатом доволен. Ведь можно было так же самое сделать прямо с завода. Почему не сделали? Было бы гораздо, ну, как-то лучше. Ну что, я надеюсь, что то, что я сделал, поможет мне избежать всяких сверчков, дребезга. Но у меня еще в планах остается убрать вот эту вибрацию, которая у меня спереди присутствует, и вот этот звон, который идет с заднего сиденья. Ну, а всем, кому было полезно это видео, не забудьте поставить лайк,
подписаться на мой канал. Я постараюсь и в дальнейшем публиковать видео, которые будут полезны. На этом, пожалуй, все, друзья. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, до новых видео и всем пока.